Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю. Самое основное и важное, что вам было бы здорово знать. Сейчас стихия вода, знаки зодиака раки, скорпионы и рыбы. Не забывайте про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние, влияет, соответственно, на ваш настрой, на ваши мысли, чувства и по причинно-следственной цепочке влияет на то, что происходит с вами. Поэтому для полной картины, для того, чтобы, знаете, как говорят, осведомлен, значит вооружен, особенно в современном мире, информация – это самое бесценное, что существует. Поэтому смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Сегодня, как и в прошлый раз, 3 карты на исполнение желаний будет из колоды Ларисы Ренар «Послание стихий». Это не только «да-нет». Тут для меня, по крайней мере, когда я вам озвучиваю, практически нет слова «нет». Вот масло масляное получилось, простите. Есть советы, что же сделать, чтобы было «да», и как приблизить исполнение желания, и, соответственно, дополнительный совет для вас на ближайшую неделю от колоды «Послание стихий». Как всегда, давайте сосредоточимся, сосредоточьтесь на себе, любимых. Не забывайте любить себя, это очень важно. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше мы улыбаемся, тем больше причин для улыбок мы получаем. Это как любой закон Вселенной, закон притяжения. Что мы излучаем, то мы и получаем. Кстати, не забывайте, что изначально надо излучать, и только потом вы получите. Я знаю многих людей, которые ждут, пока получат, а потом говорят: я буду излучать. Так вот, к сожалению, так не работает. Вначале мы даем, потом мы получаем. Когда мы работаем, мы отрабатываем какое-то время. Это для тех, кто работает на кого-то. Потом мы получаем зарплату. Да, мы можем, я знаю, что есть еще такое, как аванс, но это все равно приходит уже, когда вы это время отработали. Точно так же и работает со вселенскими законами. Вначале вы вкладываете, потом вы получаете. Ну что? Надеюсь, все улыбаются. По одной карте на каждый знак зодиака и карта совета для стихии. По вашим комментариям я поняла, что лучше делать по одной карте. Информация вот основная и приходит по одной карте, а все остальное у меня каждодневные расклады есть, тематические расклады, ну и, конечно, вы всегда в комментариях можете задать вопрос, и я сниму видео, ответ на этот вопрос. Да, это будет общий расклад, не только для вас, но, по крайней мере, вы сможете получить ответ на ваш вопрос. Если же есть вопросы, которые требуют ответа, пожалуйста, приглашаю на личную консультацию, где я рассмотрю именно ваш вопрос, именно для вас. И, конечно же, мы найдем ответ и найдем выход из ситуации и решение задач. Я всегда проблемы перевожу в задачи, легче решать. Ну что, начинаю со знака зодиака
Рак. Неделя взаимопомощи. Если у вас будут просить помощь, конечно, было бы здорово оказать эту помощь, ну а также, если вам нужна помощь, то вы ее получите. Главное просить, главное правильно просить и всегда помнить, что даже если вам помогли безвозмездно, все в этой жизни работает на обмене энергии. Поэтому, по крайней мере, должна быть, знаете, вот даже слово «благодарю» от всей души бывает иногда прекрасной платой за помощь. Всегда помните, за все в этой жизни надо благодарить. И тут как раз такая неделя, когда, если нужна помощь, о ней надо попросить. Если вас попросили о помощи, было бы здорово оказать эту помощь. Единственное, что всегда, и неважно, какая карта выпала для помощи, когда вы соглашаетесь оказать услугу, помочь кому-то, базируйтесь на вашем внутреннем состоянии. Если у вас есть какие-то причины, и вам приходится отказать, не чувствуйте вины. Дело в том, что помощь должна быть оказана только от всей души. Если у вас есть какие-то внутренние сомнения, если есть какие-то причины, по которым не совсем вам удобно это сделать, лучше отказать, потому что потом вы будете мучиться, вы будете внутри все это обсуждать внутри себя, зачем я согласился или согласилась, я же то. Смотрите, отказать тоже возможно, красиво, культурно. Вообще-то по жизни вы никому не обязаны ничего объяснять, но если вы отказали человеку в помощи, было бы здорово объяснить, почему вы отказали. И, например, если кто-то отказывает вам, обижаться не стоит, значит, у человека были для этого свои причины. Единственное, что я просто говорю, что если один человек отказал, это не значит, что откажет второй. Поэтому не бойтесь просить о помощи, только помните об обмене энергии. Если дело касается денег, и у вас кто-то просит одолжить деньги, я всегда говорю, одалживать надо ту сумму, без которой вы можете прожить. Если вы дадите больше, чем это, то у вас будет внутреннее напряжение, ожидание, и, соответственно, вы вот этим напряжением и ожиданием отдалите возвращение долга. Кстати, это срабатывает в любых сферах, в любых ситуациях. Было ли у вас такое, что вы ждете звонка от кого-то, и вот ждете, смотрите на телефон, каждый раз вы думаете, ну когда позвонит этот человек? И как только вы на что-то отвлеклись, человек звонит. Вот так работает с любыми ожиданиями. Чем больше мы ждем, тем больше мы хватаемся за ситуацию, чем больше мы вкладываем напряжение в ситуацию, тем больше мы отдаляем разрешение ситуации. Помните об этом. Со здоровьем должно быть все в порядке. В паре тоже какие-то будут проекты, дела, в которых вы будете друг другу помогать. Может быть, кто-то из вас будет помогать своему партнеру на работе или в бизнесе, или вам будут помогать. Скорпионы. Смотрим. Ну что, мои дорогие скорпионы, неделя уверенная, неделя очень действенная, можно сказать, неделя уверенных действий. Это так. Единственное, что при этих действиях старайтесь
вдохновляться. Вдохновение в ближайшую неделю поможет вам лучше, легче проходить через события и лучше, легче завершать проекты и совершать какие-то, может быть, даже каждодневные действия. Я знаю, как тяжело именно получать вдохновение от рутины, но это возможно. Подумайте о том, что вам нравится в вашем сегодняшнем творчестве. Да, я называю это творчеством, потому что когда вы называете свою работу творчеством, у вас и внутреннее отношение к этому меняется. Также, что могу сказать, в ближайшую неделю, если нужна будет какая-то помощь, у вас в окружении, скорее всего, это кто-то из знакомых вам мужчин, это мужчина старше 45, темный цвет волос, темные глаза, мужчина открытый, мужчина, он неспокойный, мужчина, который быстро принимает решения, и мужчина, который резковат. Иногда при общении с ним не совсем легко, есть какие-то определенные каноны общения и определенные дипломатические каноны общения. Вот иногда, особенно с людьми, которых он хорошо знает, он не всегда их соблюдает. Поэтому иногда его рисковатые выражения могут и, обидеть. Хотя обижаться нет смысла, не обязательно принимать то, что он сказал, но тут в данной ситуации, в данном контексте, в контексте этого расклада, этот мужчина может вам помочь в решении каких-то ваших вопросов. Также этот мужчина может выступать в роли, тут я не вижу, что новый знакомый для девочек, я вижу, что мужчину вы знаете, будет уделять вам знаки внимания и, может быть, даже пригласит на свидание. Для тех, кто узнал в мужчине своего партнера, будут какие-то разговоры и общие дела, общие решения каких-то вопросов. Рыбы. Давайте посмотрим, что у нас у рыбок в ближайшую неделю. Смените ход ваших мыслей. Вы почему-то видите, что у вас такое ощущение, может быть, что у вас все плохо. Вы почему-то будете видеть только какие-то неприглядные ситуации, какие-то непозитивные вещи в том, что будет происходить. Но это только именно что-то изнутри, что-то из вашего подсознания мешает вам видеть, что есть много хорошего вокруг, на которое вы не обращаете внимания. Поэтому карта говорит о том, что смените ваше мышление, смените ваши мысли, смените ваш фокус внимания. Найдите что-то, что вам нравится, найдите что-то позитивное и сконцентрируйтесь на этом. И тогда, может быть, не сразу, может быть, не в ближайшую неделю, может быть, чуть позже, но все будет меняться. И помните, что стакан у кого-то полупустой, а у кого-то полуполный. Так вот, представьте, что ваш стакан полуполный, и тогда его наполнить будет намного легче. Смотрите, вот в таком состоянии вы слишком будете еще эмоциональны. Обращая внимание на то, что вам не нравится, вы будете еще и раздражаться по этому поводу. Поэтому смотрите, когда вы раздражаетесь, когда вы злитесь, когда вы разрешаете себе очень долго, нет, не разрешаете, когда вы разрешаете себе быть под стрессом, тогда вы проходите этот стресс очень легко. Кстати, иногда надо себе разрешать.
разрешать злиться, разрешать раздражаться, но это надо озвучить. Если идет вот такое состояние, останавливайтесь и говорите: я разрешаю себе разозлиться, я разрешаю себе раздражаться, я разрешаю себе обидеться, например. Все это нормально, но когда вы себе это разрешаете, тогда ваше подсознание по-другому на это смотрит. И вам легче избавиться от вот этих всех негативных эмоций. И ближайшие недели – это яркий пример, когда, да, надо будет избавляться от негативных эмоций и переключаться на позитивные. Даже если эти позитивные эмоции вы будете вызывать в себе искусственно. Наше подсознание не разбирает, или это настоящее, или это искусственное. Что мы туда вкладываем, то наше подсознание и культивирует. Чем больше вы культивируете позитивного, счастливого в вашем подсознании, тем больше этого с вами происходит. Подумайте об этом на досуге, и, конечно же, выбор все равно ваш. Ну и общий совет для стихии Земля, для стихии Вода, простите, пожалуйста. Ну что, при правильном отношении, при взаимопомощи, при действиях, при правильном мышлении вы можете в ближайшую неделю сделать какой-то прорыв. Может измениться кардинально в вашей жизни то, что вас, простите, пожалуйста, то, что вас интересует. Да, вам надо для этого что-то делать. И тут я уже в каждой позиции для каждого знака зодиака рассказала, что было бы здорово сделать. Сделав это, вы можете сделать прорыв в ближайшую неделю к улучшению и к достижениям, и к повышениям. Вперед и вверх, вперед и вверх. Вот так я всегда вижу эту карту. Ну а теперь загадывайте ваши желания. Помните, формулировка очень важна. И, конечно же, желание должно касаться вас. Как формулировать желание, если все-таки вы хотите включить другого человека, я уже говорила, сейчас повторюсь. Например, если это любовь другого человека, то я наслаждаюсь любовью Васи, Пети, Саши. Вот так. Можно тоже. Главное, чтобы это не вредило ни Васе, ни Пете и ни Саше. Все желания должны быть экологичными. Ну что, пока я выкладываю карты, формулируйте. Кстати, я всегда говорю, было бы здорово записывать. Вот завести себе блокнотик, где вы будете записывать ваши желания. Пусть даже каждую неделю одно и то же, пока не исполнится. Когда вы записываете ваши желания, они отпечатываются в вашем подсознании лучше. Ну что, знак зодиака Рак. Первое. Для того, чтобы ваше желание исполнилось, вы должны искренне желать вот то, что вы сформулировали. И по этой карте это король воды. По королю воды это да. Единственное, что всегда, но это не только по этой карте, но эта карта говорит о том, что только искренность и любовь может помочь исполнить ваше желание быстрее. Помните об этом. Скорпионы. Ваше желание исполнится. Вас ждет процветание, богатство. И, кстати, для некоторых из вас, кого интересует материальная сфера, можете получить неожиданные и немаленькие деньги. И
Главное, что говорит эта карта, для исполнения желания, то надо проявить волю и настойчивость в реализации планов. Всегда надо действовать. Рыбы. Ваше желание исполнится, если вы трансформируете именно то, что вы хотите, на благо вам прежде всего. Такое ощущение, что вы загадали желание, касающееся кого-то. И желание, которое должно изменить кого-то. Вы никогда не можете изменить другого человека. Вы можете изменить свое отношение к человеку, свое отношение к тому, что происходит с человеком. И только тогда, вот как говорят, магическим образом меняется ощущение человека, меняется отношение человека, и тогда вот то, что вы хотите изменить, может измениться. И еще помните, что для исполнения вашего желания ваша энергия должна быть свободной и чистой. И иногда для того, чтобы желание исполнилось, надо от чего-то освободиться, чтобы дать место вот этому новому, что вы загадали. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать видео, которые выходят каждый день. Ставьте палец вверх. Это ваша, можно сказать, благодарность за мои расклады. Ну и помните, что для того, чтобы мои советы были действенные, все идет на обмене энергии. Это вселенские законы. С вами была Женя. Увидимся завтра. Люблю вас, мои дорогие. Пока!